Лошадь – символ свободы, силы и грации. Она несла нас сквозь время, в сражениях, в изгнаниях, в триумфе. Мы строили империи на ее спине, пахали земли ее силой. В ее глазах тысячи лет доверия к человеку. Но чем мы отплатили ей за это? Свобода или цепи? Дружба или рабство? Сегодня ты узнаешь правду, но сможешь ли ты смотреть ей в глаза, как раньше? Почему вы, живя в Москве, до сих пор не вызвали кого-то? Когда машина вышла из строя, машина куда пойдет? В утиль пойдет. Я всегда против, когда говорят, что не надо их мучить и надо их усыпить. Для машины утиль это металлобаза, да, там какая-то, то для лошади утиль это бойня. Наша цель была прервать вот эту цепочку хозяин, бойня, мы. И у нас будет не просто самый большой приют в России, а, наверное, самый вообще на всей планете приют из всех приютов. Да просто непринужденно пообщаемся. Будем на «ты», на «вы». Хорошо, на ты. Все отлично. Тогда, собственно, первый вопрос. Как все началось? Из чего началось? Откуда такое желание помогать лошадям? И почему именно лошадям? У каждого есть свое какое-то, наверное, жизненное предназначение, и наша судьба тем или иным методом нас как-то подводит к этому. Поэтому, собственно, со мной связалась девушка и предложила выкупить мне с Краснодарского края лошадей, спасти их. Для меня это показалась какая-то такая разовая авантюра, что лошади нуждаются в спасении. Естественно, мы не можем пройти мимо, мы должны там поучаствовать. Это был конезавод в Краснодарском крае, он разорился, всех хороших лошадей там разобрали, остались там старый жеребец-производитель и кобылка. Собственно, мы забрали себе жеребца, привели его в порядок, показали это в своей группке в социальных сетях, что вот посмотрите, вот такую вот развалюшку старую мы привезли, неухоженный, некрасивый, он попал под самую разруху конезавода, когда он уже был недокормленный, недопоенный, зашуганный, вот, и посмотрите, какой он стал. Это был жеребец английской чистокровной породы, очень красивый, вороной, хоть и старенький, но все равно свою породу он как бы показывал. И, наверное, в тот момент случился, собственно, такой переломный момент в моей жизни. Более взрослые, скажем так, опытные люди в этом деле начали писать, что девчонки, боимся вас огорчить, но эта история не разовая, это истории постоянные. Тех самых лошадей, которых мы с вами видим в городском прокате, в спорте, в конной полиции, в цирке, ну, где бы мы их не видели с вами, как правило, они все заканчивают свою жизнь на бойне. И на тот момент я подумала, что хочу прервать вот эту вот череду вот этих событий, когда лошади нужны, потом что-то с ними происходит, либо в жизни человека, либо в жизни лошади они становятся ненужны, и из друзей они превращаются резко в кусок мяса. И отсюда, собственно, и начался, наверное, приют, где-то с моих, получается, 15 лет. Как кошка. Стрелка у нас приехала с Карачаево-Черкесии. Нам позвонили волонтеры, которые рассказали историю о ней, что в горах нашли ее в привязанном состоянии, что стрелка уже на этот момент не могла самостоятельно не подниматься, она была истощенная, плюс что-то было с ногами, на тот момент было непонятно. Группа волонтеров собралась, они, значит, ее погрузили там в какой-то трейлер, перевезли домой. Нашли хозяина этой стрелки. Стрелка в свое время, значит, где она травму получила, участвовала там в местных, скажем так, скачках. Причем была одной из самых быстрых кобыл резвых. Но после очередной скачки она травмировала себе ногу, на что хозяин ее привязал в горах со словами, что он ее там не бросил, он, значит, ее там реабилитирует, что он ее там восстанавливает, да, реабилитировался до такого, что чуть вообще не потеряли. Почему после проката в таком плохом состоянии? Они же деньги зарабатывают. За ними просто не ухаживают? Или с чем это связано? Или там тяжелые условия жизни, эксплуатации, если так можно сказать? Но если мы будем говорить, обобщать в целом конюшни, да, то есть, да, основная масса людей, которые приобретают лошадей для проката, они ждут от них только прибыли с минимальными вложениями, да. Это как купил там шестерку, на ней погонял все лето и выкинул ее. То есть вот из такого разряда работают. Большая часть людей любит именно выжимать до последнего, собственно, поэтому лошадей и на бойню сдают. То есть она, значит, они ее приобрели, ну, предположим, там 50 тысяч рублей, откатали на ней даже сезон, 2, 3, неважно, 20 лет, выжили из нее
все, что только возможно, с минимальными вложениями там, по еде какой-то там ветеринарии, а потом в итоге еще и сдали на бойню за те же 50. И получилось, что они оказались в полном плюсе, потому что они на эти 50 за то, что сдали лошадь на бойню, купят себе новую лошадь. Все это время то, что лошадь приносила деньги, они, собственно, там тратят на свою жизнь с минимальным вложением на лошадь. Поэтому это очень выгодная история. У Грога не осталось ни одной здоровой ноги. Собственно, как я и говорила, что в основном в прокатные лошади страдают именно проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Мы отрентгенили Грогу все ноги, и выяснилось, что из 4 нету ни одного места, где бы у него не было какого-нибудь артроза, какого-нибудь артерита, какой-нибудь там окостенелой связки. А когда Грога грузили к нам в коневоз, я как сейчас помню, мне позвонила коневозчица и говорила, сейчас он докатает свой прокат, его погрузят, я жду. И, наконец-то, значит, они его погрузили. Думаю, господи, что ж там за Грог так и едет? Потому что я с ним не была знакома до момента приезда к нам в приют. Просто знала, что, что мы его принимаем. И когда открылся коневоз, я увидела, в каком состоянии в целом находится Грог. Он, естественно, был просто кожа до кости, потому что с такими больными ногами еще при верховой нагрузке, просто невозможно держать нормальную массу, потому что это постоянная боль, это постоянный дискомфорт. Мы, конечно, были шокированы, что он еще успел докатать там свой прокат. То есть люди настолько мелочны, что даже вот эту вот последнюю денежку перед отправкой на пенсию и то захотели заработать. Но с Грогом, Грог к нам приехал с куратором, человек, который занимался на нем, начинал заниматься в этой конюшне. Он не остался равнодушным, узнал, что он едет на пенсию, и приехал вместе с ним к нам. И вот все эти 3 года он поддерживает его полностью. Естественно, Грог не несет уже никаких верховых нагрузок. Куратор приезжает, любит его, ходит его гулять, выгуливает его, вычесывает, летом намывает и оплачивает ему полностью все необходимости. А у Грога в связи с его ногами, конечно, необходимостей очень много, потому что поддерживающая терапия для него стоит достаточно больших денег. История очень такая прозаичная. Я оставила своего ребенка на 3 дня маме. Поехали с мужем отдыхать на новогодние праздники. Мама знает, что я очень люблю лошадей, и мне присылает видео. Говорит, вот, говорит, я покатала, говорит, внучка на лошадке. И присылает видео, где вот пума, вот эта бедненькая, у нее ноги просто вот так вот колесом, еле-еле передвигает ножки. Я как это увидела, я совершенно не смогла остаться как-то в стороне. А пума уже, конечно, совсем старенькая, 26 лет. И проблемы с ножками у нее уже такие очень конкретные. И вот, слава богу, она теперь оказалась здесь. Вот будем теперь за ней ухаживать. Самый первый вопрос, который меня мучает больше всего, потому что есть разные мнения, насколько безвредна для лошадей верховая езда? Мне кажется, иногда для них она даже бывает полезна, потому что сейчас я довольно часто встречаю таких лошадей, которые всю жизнь работали, и потом владельцы из лучших побуждений отправляют их на отдых в пампасы. И они очень быстро начинают чахнуть и сохнуть. Я считаю, что если на лошади ездить верхом, если она всю жизнь на ней ездили верхом, то пусть на ней ездит верхом, пока она может это делать. Почему бы и нет? То есть строение... А лошадь для этого и придумана, как сказать. Лошадь с нами, потому что на ней изначально можно было ездить, иначе бы она бы так осталась мясным животным, продуктивным, как корова, коза и прочее. Почему бы нет? Я так понимаю, что не любая верховая езда и не для любой лошади полезна. То есть есть какие-то, наверное, ограничения, правила? Знаете, это немножко не моя специфика, скажем так, но вот так с точки зрения, наверное, ветеринарии и всего остального, есть ребенок, который может быстро бегать, но не может играть в шахматы, да? Вот. И также лошади. То есть, допустим, я когда работала на ипподроме, очень много было рысаков, которые не бежали. Вот они, не бежали и все. И потом, когда я вижу этих рысаков в выездке или даже в конкуре, я всегда начинаю радоваться. То есть нагрузка должна быть, работа для лошади должна быть та, которая ей подходит. Кто-то прыгает, кто-то выездку. Я не против спорта как такового, я против форсирования, и когда лошадь заставляет делать то, что она не хочет и не может. Есть, конечно, такие, которые, в принципе, работать не хотят. Кто-то хочет возить тележку, кто-то хочет возить хозяина, а кто-то ничего не хочет делать. Тогда, наверное, не надо его заставлять возить тележку, заставить его как газонокосилку, как любимое существо, или продать.
А как они к вам вообще попадают? Вы их выкупаете, их привозят? Раньше, когда мы только начинали в целом заниматься приютом, мы сами искали информацию. Как правило, это были бойни. Самая большая бойня у нас в России – это Пензенская бойня. Туда свозят, как правило, со всех уголков нашей страны лошадей. Туда можно приехать в любой момент. Там более 1000 лошадей. И ежедневно они кого-то режут, кого-то пополняют, так сказать. Вот, можно забрать оттуда, ну, выкупить любую лошадь. Раньше мы занимались именно так, но потом, ну, назовем их так образно, мясники, люди, которые занимаются этим бизнесом, тоже поняли фишку, что на этом можно зарабатывать неплохие деньги. Приезжает такая вот некая Настя, ей очень жалко лошадку, вот, и она готова заплатить там любые деньги. Вот, например, Злата, вот сзади нас рыженькая стоит, как раз с Пензенской бойни, мы ее очень давно покупали, абсолютно разбитая лошадь, а заплатили мы за нее такие деньги, как за нормальную здорового скакуна с завода. Вот, и мы тоже это поняли, что, естественно, мы там приносим им за одну лошадь 150-200 тысяч, они едут и покупают там в горах себе таких 4 на эти деньги. Если им нужно сделать 1000 тонн конины, они сделают 1000 тонн в день, вне зависимости от какой лошади. Мы иногда сейчас покупаем с бойни, но это бывает очень редко, либо волонтер прям, ну, влюбился в какую-то лошадь, ну, вот прям не могу и все, да, мы тогда выкупаем. А просто массово мы не ездим туда, не забираем. Плюс мы искали какую-то информацию по лошадям с конюшен, то есть наша цель была прервать вот эту цепочку хозяин, бойня, мы. Мы пытались какие-то конюшни узнавать, где происходит списание лошадей, крупное, там, старичков там, ну, списывали после там долгих лет работы. Узнавали какую-то информацию, старались связаться с владельцем, ему, в принципе, было без разницы, кому продавать на бойню или нам, и покупали. Сейчас уже у нас приют... Ой, 15, наверное, 15-18 лет у нас как приют такой официальный, и мы уже не ищем нигде информацию. Нам не приходится, нам еще приходится отмахиваться, потому что в неделю приходит по 3-4, а то и 10 просьб о том, что нужно помочь той или иной лошади. И люди обращаются разные. Первые – это сами владельцы, либо конюшен, либо владельцы какой-то одной лошади конкретной с просьбой забрать по разным причинам. Вторые – это люди, которые, ну, как бы с лошадьми связаны, там мимо, ну, не мимо проходили, а там занимаются на какой-то конюшенке, узнали, что списывают любимую Маньку. Вот, такие люди. И третьи – это вообще мимо проходящие люди, которые, это самые страшные люди, я их называю, которые мимо проходили, они могут звонить в 3 часа ночи, где-то там у дяди Васи увидели тут там лошадь на участке, и срочно надо спасти. Ну, такое спасение очень сложно, это практически невозможно. Это вот третий тип людей, откуда мы, собственно, забираем лошадей. Одного нет, она валялась на этой стороне и постоянно колошматилась. И поэтому нам пришлось со временем ей глаз удалить. Это вот она? Это вот эта лошадь, да. И вот она потихонечку начала поправляться, и вот она стала, это вот она уже у нас в хорошем виде. Мы здесь уже 4-й год. Да. Ну вот, так что здесь, конечно, уникальная возможность общения с лошадьми. Причем, ну, как бы вот Груша лошадь не верховая, поэтому с ней работаем, дружим в руках. И в этом тоже есть особая прелесть. Давайте здесь морковку туда. Груша. Груша. Козинаки наши все. Целоваться любит еще. Да. Он понял то, что за это сразу дают печеньки, причем в большом количестве, и теперь сам предлагает. Еще он очень любит такие специальные лошадиные конфеты, которые вешаются в денег, чтобы лошади было не скучно стоять. И, в принципе, Грима можно назвать чемпионом по поеданию конфет, потому что вот этот вот кусок полкилограмма, в принципе, за вечер он может с ним справиться. А так, если брать вот спорт, прокаты, просто содержание, что самое на вашей практике, где больше всего травм?
И что самое травмоопасное для лошадей? Ну, наверное, спорт. Все-таки травмоопасно, это, конечно, спорт. Но опять же, травма травме рознь, спорт спорту рознь, потому что у меня есть спортсмены, которые заботятся так о своих лошадях, как вот, ну, не пожелаешь, даже как в приюте заботиться. У меня есть очень хорошие владельцы. У них была кобыла, спортивная, дорогая кобыла, которая, к сожалению, заболела онкологией, и они ее тянули до последнего. То есть я вот считаю, что вот у таких людей спорт это лучше, чем ну, какая-нибудь, которая живет в деревне, которая раз гуляет, ходит, кушает, ну, и прикормят ее там раз в 3 дня приезжают. Ну, то есть важно отношение именно человека к лошади. То есть даже в каких-то государственных учреждениях ничего не предусмотрено, то есть какая-то пенсия, грубо говоря. В этом и Лошадей, да. заключается в целом сложность спасения лошадей. У нас, конечно, есть и сложности спасения там, и с собаками, и с кошками, но хотя бы эти животные попадают под закон о жестоком обращении с животными, с домашними животными. Лошадь не является домашним животным, она является имуществом, и любой человек, ну, владелец лошади, вправе делать с ней все, что захочет, хоть там разделывать ее на участке. То есть у нас часто поступают звонки: здравствуйте, там вот дяденька, там вот у нас сосед не кормит лошадку, издевается, работает, бьет ее и так далее. И мы не можем ничего сделать. То есть мы не можем вызвать полицию, отобрать у дяденьки эту лошадку. Он имеет право делать с ней все, что угодно. А что касается государственных учреждений, здесь еще сложнее. Если мы с дяденькой можем хотя бы как-то худо-бедно договориться, выкупить там за какие-то баснословные деньги, хотя бывают и хозяева, которые отдают и бесплатно, то с госучреждениями очень сложно, потому что имущество, ну вот возьмем конную полицию, да, значит, на балансе полиции есть машины. Когда машина вышла из строя, машина куда пойдет? В утиль пойдет. То же самое происходит с лошадью. Ну, если для машины утиль это металлобаза, да, там какая-то, то для лошади утиль это бойня. И только так официально они могут списать этих лошадей. И у нас была история в Москве очень много лет назад, 10, может быть, даже больше, когда с конной московской полиции списывали большое поголовье лошадей, они уже ехали все на мясо, сотрудники, которые с ними там проработали 1000 лет, они там подняли хай, там вызывали телевидение и так далее, но ничего не смогли сделать, потому что, ну, не работает это так, потому что это имущество, пока мы свыше закона не предусмотрим по-другому, то есть, ну, как бы лошадь останется шкафом, лошадь останется там мебелью какой-то, вот, и ее можно будет списывать на бойню абсолютно спокойно. Венеру мы забирали, получается, 2 года назад. Вот она к нам приехала вот в таком тоже валяющемся состоянии. Она была не способна вообще подниматься. Вот, она была вся истощена. Ну, в общем, да, вот в таком состоянии. Это была кожа до кости. Нам позвонила знакомая и сказала, что есть лошадь по кличке Венера. В свое время ее выкупили у дедушки, который стал старенький, оглох, ослеп и, в общем-то, вообще в целом содержать ее больше не может. Лошадь хорошая, работала там вроде как и с детьми, у него там какие-то внуки катались. И ну, просто вот из-за старости пришлось ее выкупить. Но девушка, которая выкупила у нее эту лошадь, сейчас я, наверное, ее сюда подтащу, либо можно со мной туда пойти, правда, они будут приставать, их здесь побольше. Полгода прожила у него, значит, он сказал, что эта лошадь агрессивная, ненормальная, что она там покусала якобы ребенка, ее вообще накидывает, слов-то она жрет. Короче, описал просто какую-то сатану. И люди, которые искали ей руки, они просто побоялись, а мало ли действительно что-то случилось, и лошадь стала такой, так как у нас опыт содержания лошадей большой, и разных лошадей, как раз, ну, попросили, чтобы мы забрали ее. Показали нам фотографии, нормальная, большая, толстая, жирная лошадь, отличная. Находилась она под, господи, в Рязани она находилась. И, значит, мы отправили туда коневоз. В 6 утра мне позвонил коневоз, сказал: Настя, ты точно ее брать будешь? Мы такие: а что такое, что она там совсем сумасшедшая, там ее погрузить вы не можете? Они сказали: нет, проблема в том, что они ее выволокли из сарая, она не может ходить, она не в состоянии сама стоять. Ну, мы, конечно, удивились, потому что, ну, как бы мы на это не рассчитывали совершенно, что она не в состоянии сама ходить. Нам прислали фотографию, вот эту вот валяющуюся около коневоза. Но мы с волонтерами посовещались и приняли решение, что, ну, надо, собственно, ее забирать. Они волоком погрузили ее в коневоз, ехали 9 часов. Это опять-таки же то время, когда мы думаем: блин, доедет ли вообще, особенно если лежачие лошади, это очень сложно. Лошадям много лежать нельзя, потому что у них очень большая масса, это сразу все на органы.
перегрены, и они умирают от отека легких, поэтому лежать им нельзя. Если лошадь, то есть если корова там может отлежаться себе 10 дней, переворачивая ее туда-сюда, и все нормально, то с лошадьми так не прокатит. Это оказалась абсолютно адекватная, нормальная лошадь. Да, она там где-то строгая, там с другими, может быть, лошадьми, там покрысится, то есть она доминантная кобыла. Но с людьми ни в коем разе. Она, у нее, как сейчас помню, был огромная гематома вот здесь на попе. То ли из-за того, что она падала, не могла вставать, то еще там у прежнего владельца, то ли как будто, знаете, черенком ей там под зад хорошенечко дали. И надо было этот абсцесс скрывать. Это заднее место. Что такое? Это заднее место, ну и как бы еще, знаешь, все равно ходишь, остерегаешься, а мало ли, действительно, она там какая-нибудь сумасшедшая. Я дала Даше, это наша помощница, говорю: Даш, давай, ты меня любишь, иди ты вскрывай Венерке абсцесс. Я боюсь, пипец, у меня 2 детей. Венера даже не пошевелилась, она просто даже не шелохнулась. И тогда мы впали в какое-то, ну не в отчаяние, а в ступор, потому что мы вообще не поняли, а что, собственно, произошло, почему мужчина, ну вот, довел ее до такого состояния, зачем это было сделано, потому что лошадь была реально просто, она не была ничем больная. Мы просто назначили ей правильное питание, естественно, она была обезвожена вся, да, там прокапывали капельницы, но она буквально через неделю, наверное, 2-3 уже начала самостоятельно подниматься. И до сих пор это остается загадкой, что же такое могло случиться, почему же люди вот настолько, чем она так не понравилась, что заслужила быть недокормленной, недопоенной, и ее довели до такого состояния. Новый напарник по съемкам. Он за мной здесь целый день ходит, не оставляет меня. Куда я иду, туда и он. У нас есть еще козочки, значит, собаки, кошки. И вот нам в соседней деревне мужчина предложил ослицу вместе с мальчиком. И сказал, что это очень уникальная пара, потому что осел орет, но орет только в том случае, если ослицы рядом нет, а у ослицы что-то со связками, и она громко не кричит, прям тихая девочка. Ну, мы подумали, что это то, что нам надо, и забрали. Но когда мы их привезли, это же мальчик и девочка, порнография в нашей конюшне не заканчивалась никогда. Люська, она какая-то то ли бесплодная, то ли что. И, в общем, вот эта вот порнография творилась, а особенно на людях. Я когда вот так вот веду экскурсию, обязательно к ослам подходим, и обязательно это начиналось. Поэтому осла мы приняли решение отдать там в зоопарк такой, ну, хорошего тоже уличного такого содержания. В общем, осла мы вывезли, а Люську оставили. Вот она у нас одна вместе с северным оленем, собственно. Ты что за мной ходишь, как собака? Ты все, ты мой новый друг? Ты хочешь, чтобы я взял тебя на попечение? Когда она приехала, она была абсолютно дикая. Мой муж пошел, значит, с ней гулять, прицепил ее к ошейнику и побрел, значит, на улицу. Она благополучно отстегивается. Снег был тоже и как Иисус по воде. Вот туда в лес. Я плакала 2 дня. Вот, ну все. Больше, она дикая вообще. Больше, естественно, оленя у меня не будет. Как это так? Может быть, с девчонками уже план разработали про покупку другого оленя. Вот, но в итоге, значит, нашли оленеводов. Позвонили, поплакались, рассказали про свою историю, еще побоялись. Ну, эти охотники всякие, ну, не дай бог, пристрелят, тоже жалко. И они нам такие заверили, говорят: не проблема, мы сейчас приедем, сейчас все сделаем. Мы такие думаем: где же вы там сделаете в этом лесу-то? Ну, лес хоть и парковый, но все равно достаточно большой. Ну, и в итоге, значит, приехал, да вам не дам соврать, заходит в лес такой, понюхал и куда-то пошел, а мы за ним. Вот такие сугробы, мы 3 часа лазили, мы думаем: господи, мы за каким-то сумасшедшим идем, честное слово, это какой-то ужас. Ну и в итоге через 3 часа он говорит: все, всем тихо, и пальцем показывает, она стоит. Мы офигели, как он ее нашел, черт знает. Меня вот так вот куда-нибудь в лес лошадь искать, я на нюх не определю, где она. А он смог найти эту Снежку, ловил ее на лассо, за ногу поймал, и пока мы ее с леса волоком сюда тащили, она уже стала ручная, и больше она никуда не убегает, собственно. А с точки зрения ветеринарии, насколько лошадь капризное животное? То есть уход за ней сложно, не сложно? Ох, лошадь это лошадь. Это вот собака, ну, она заболеет, вы ее отведете. Лошадь может загнуться от колик буквально там в течение нескольких часов в любом возрасте, просто в любом. Ну, а также лошадь имеет очень замечательное свойство покончить самоубийством. Это, да, нет такого более суицидного животного, как лошадь. Удавиться на недоустки, встать на свечку, удариться головой. Ну, такой вот лошадь есть лошадь.
На какую сумму людям рассчитывать, кто хочет лошадь? Ну, сдать кровь 1000-1500 в год, да, если она никуда не ездит. Ну, прививки там. То есть, в принципе, помимо еды и постоя на ветеринарию, если без неожиданности, ну, может быть, 5 от силы, смотря где лошадь стоит. Но если что-то случится, вопрос совершенно другой. Потому что, допустим, полостная операция в клинике стоит где-то в порядке 1 миллиона с послеоперационным уходом. Во сколько вообще в среднем обходится содержание лошади сейчас? Вот если кто-то задумался. Ну, смотрите, приобрести. именно у нас здесь на территории, то есть это Московская область, да, 110 километров от Москвы, в этом году, я буду говорить про базу, да, база для содержания лошади обходится в районе, ну, где-то 18 тысяч в месяц. Это, ну, в целом все и необходимое, без каких-то супер там излишеств. Это копыта, это сено, это корм. Да, бывают лошади с разными травмами. Бывают лошади, как я сказала, беззубые. Они требуют, естественно, больших вмешательств. Вот Ну, так, в среднем собственно. лошадь обходится не сильно дороже собаки в Москве, скажем так. Да, да. Если вывести за пределы, то есть если вывести еще дальше от нас, я думаю, что можно и еще дешевле. То есть тут речь о чем? Об аренде, об корме, которого нам приходится везти оттуда издалека сюда, там оно все местное, поэтому, возможно, и еще дешевле будет. Ладно, давайте я скажу. В последнее время мне очень часто прилетает мой адрес. Наверное, Настя вам показывала вот эти вот, как что мы поднимаем, да, лошадей, что вот это вот, ну, лежачих, привозят лежачих, поднимают. И в мой адрес довольно часто прилетает, что когда меня просят поднять лошадь, которая легла, что этого делать не надо, что типа все равно она и сдохнет. Это совершенно не так. Есть такая болезнь, нервная форма ринопневмонии. То есть если у нас лошадь больна этой болезнью, раньше из 5 поднятых 3 погибало. Сейчас из 10 погибает 1. Сейчас стало немножко другое. Не каждая лошадь, которая легла и которую мы подняли, не каждая больна ринопневмонией. К сожалению, они какие-то другие. Но я знаю очень много положительных примеров. Вот в этом году был 1, надеюсь, сейчас у меня еще 1, жду, когда ляжет. В прошлом году было 3 или 4 такие головы. Когда мы их раз поднимаем, 2 поднимаем, 3 поднимаем, а потом они полностью восстанавливаются и живут долго своей жизнью. У меня есть клиентка, у которой коню 35 в этом году, 35. С апреля прошлого года он встает только на подвесе. Ей все говорили, она его очень любит, все говорили, оставь его, не мучай, усыпи. Но она обратилась ко мне, мы подняли, она наладила этот подвес, он съездил к ней летом на дачу. Он уже такой весь в маразме, он уже слепой, он вообще такой. Вот, но он живет уже год, он радует хозяйку, и он радуется сам. Если проблема пожилой лошади только в том, что она не может встать сама, ну почему ей не помочь? Вот, поэтому я всегда очень, я всегда против, когда говорят, что не надо их мучить и надо их усыпить. Мы искали какую-то информацию по лошадям с конюшен, то есть наша цель... Лошадь вообще как компаньон, она ближе к кому? К собаке. То есть она... Ой, получил. В целом, как собаки, да, у них есть там из своих, то есть если собака, скажем так, не табунное животное, ее можно запереть в квартире, и она будет рада только общению с человеком. С лошадьми так не прокатит. Конечно, у нее должны быть свои сородичи, с которыми она будет общаться, но никто не мешает вам приезжать к ней на 3-4 часа в день и проводить время как с собакой. Поэтому, да, с ними можно возиться как с собаками. Собственно, люди за этим сюда и приезжают, чтобы просто пообщаться. Людям не хватает этого общения с этими животными, потому что они большие, они привлекательные, они добрые, интересные. Поэтому неверховые лошади порой актуальнее, чем верховые. Почему никому не приходит в голову идея отдать собаку на бойню старую, а лошадь приходит? Опять Это так еще же. не сформировалось правильное отношение к ним как к питомцам. Они пока для нас трактор без двигателя. Ну, И в том-то и дело, развлечения. да, это наш менталитет, но у конников основных, там, которые прям там со своей лошадкой прошли, ну, наверное, 60% людей, конечно, свою зверушку никогда в жизни на бойню, то есть никуда не отдадут. То есть я вот, например, не представляю, что должно случиться в моей жизни, чтобы я утром встала и сказала, на бойню пойдут. Я вообще не представляю. То есть для меня никогда не будет, ситуации, с которой невозможно выкрутиться. Да, надо где-то постараться, да, надо где-то там поднажать, подзатянуть пояса, вот. Но для некоторых людей, да, это какой-то, скажем так, спортивный снаряд. То есть они не считают это своим другом, они считают это просто, инвентарем, скажем так. Как я и сказала, имуществом, собственно, откуда и проблема эта вся идет у нас.
Они реально стоя спать умеют? Да, у лошадей есть мышцы-фиксаторы на ногах, и при засыпании они, ну, соответственно, фиксируют. У нас у людей нету такого, поэтому, когда мы расслабляемся, мы падаем. Лошади могут и лежа тоже спать, то есть они очень любят. Мы пока с вами снимали, Венерка там сначала лежала, как раз отдыхала. Они любят полежать, отдохнуть, особенно когда солнышко, когда тепло, в сено завалиться. Либо лошади, у которых, ну, там ноги больные, естественно, такие вот, как Стрелка, она сейчас домой придет и развалится себе, там будет валяться. Вот, они больше лежат и будет спать лежа. Но в целом они способны спать и стоя, да? Молодец. Ты целоваться любишь? Нет? А кусаться? Когда они приехали, они совсем были как сумасшедшие, они даже на сено накидывались, ну, изголодавшие. Сейчас уже столько лет прошло, ну, сколько, 2-3 года, да, где-то так. Они на сено, там, на обычную кормежку нормально реагируют, но на вкусняшки они себя ведут так, как они с голодного повода. Они первую берут вкусняшку, а дальше вместе уже с рукой забирают целый пакет, поэтому гостям не разрешаем их кормить такие. Ну, в целом не лягаются, не кусаются, плюются. Одна поспокойней, Белла, а вторая Жасмин, вот она первая идет, она такая постервознее. Раз мимо просто денька идешь, она в тебя плюется, что не нравится, ну, такая заразина. Вот, а плювать это они могут. Ну, плюются они не как, вот, знаете, в фильмах, там, булыжниками. Это выглядит, как открылась бутылка, боится, побежал. Как открывается, иди, бутылка шампанского такое, просто, когда бутылка шампанского открывается 10-й раз, это уже такое зеленая масса из желудка, ничего вкусненького. Да, красотки. Люди меняются, они хотя бы стали задумываться. То есть, когда я начинала только приют, речь о том, что лошадь, газонокосилка, ну, где-то там единицы какие-то, может, людей. То есть, это была какая-то дикость. Сейчас вот уже прошло там 15-17 лет, и люди, я прям вижу объявления, как они пытаются там пристроить этих лошадей. Мой приют с моими кураторами, опекунами, это показатель того, у меня опекунов, на минуточку, ну, около 100 людей. Это люди, которые готовы обеспечивать лошадей, которые не несут никакой верховой нагрузки, кривые, косые, за то, чтобы приехать, обнять их, пройти с ними в руках, помыть их и почесать. То есть, если вам нужна верховая нагрузка, это не значит, что, ну, не найдется хозяина, которому не нужна. То есть, многие люди, им достаточно просто общения, поэтому дать шанс такой лошади на дожитие в другой семье, если вы не в состоянии, это тоже, ну, было бы хорошо. То есть, чтобы люди об этом еще чаще задумывались. Но, как я и сказала, уже есть тенденция к тому, что люди, да, стараются пристроить, так же, как и звонят нам, собственно, в приют. Мы не хотим там отдавать на бойню, потому что жалко, но и сами не можем. Вот возьмите. А тут уже мы сами уже решаем, можем мы там забрать эту лошадь или нет. Когда я приехал в приют «Шанс на жизнь», я собирался поговорить о моральных дилеммах. Можем ли мы, люди, позволить себе ездить верхом на другом живом существе? Стоит ли вообще нам отказываться от обладания таким грациозным животным, как лошадь? Зачем нам нужна эта собственность? Почему мы так цепляемся за право владеть лошадью? В 21 веке, казалось бы, мы готовы ставить сложные вопросы. Но после всего, что я увидел и узнал здесь, я понимаю, общество пока не задается этими вопросами. Глупо говорить о тонких этических гранях, когда на законодательном уровне лошадь у нас до сих пор приравнена к табуретке. Когда существует конная полиция, вы вдумайтесь, конная полиция в 21 веке. Зачем? Почему служебных лошадей, которые годами честно отработали в этой самой полиции, спокойно отправляют на бойню? Спасибо за службу, боевой друг. Ну все, можно консервировать? Так, значит, поступают настоящие офицеры. Это я спрашиваю не как журналист, а как офицер, где здесь честь и достоинство. Пока мы не перестанем официально считать лошадей имуществом, пока мы списываем боевого товарища как сломанную машину, никакие высокие разговоры об этике и морали не имеют смысла. Ссылка на приют будет в описании. Если захотите помочь делом или деньгами, то всегда можете связаться с ним. Я лишь освещаю проблему, а сколько людей об этом узнает, зависит от вас и алгоритмов YouTube. Распространяйте это видео, делитесь им, пусть все увидят, что действительно происходит. Если это спасет хотя бы одну лошадь, мы сделали это не напрасно. Спасибо за то, что не остались равнодушными и не прошли мимо.